Продолжаем нашу работу. В прошлый раз мы остановились на том, как подготовить все к созданию фотореалистичных изображений. То есть выбрать ракурс, настроить. И вы видите внизу ленточка. Мы с вами выбрали 10 ракурсов, точек, с которых мы будем с вами делать фотореалистичное изображение. Ну, процесс этот немножко тоже долго идет, поэтому я уже первые 5 сделал. И дальше начнем мы сейчас с 6. Ну, мы выбрали вот такое положение. И если вы помните, мы уже создали свой стиль. Этот стиль я сохранил, и теперь я и просто-напросто его загружаю. Ну, то есть стиль, набор эффектов. Назвал я его Ляховичем. Этот стиль загружаю. И вот он весь, все, что мы настраивали, появилось здесь. Единственное, нам сейчас, может быть, нужно что посмотреть, попробовать, как меняется тут, если мы изменяем солнце. Пока предварительно, смотрите, выглядит вот таким образом, да, так это так грубо, как будет выглядеть наша фотография. Ну, в принципе, она даже таки может быть, но вот смотрите, если мы чуть-чуть солнце поменяем, что от этого будет меняться? Положение само солнца поменяем, ну, то есть оно ярче может быть. Вот так, значит, солнце у нас светит с правой стороны. Высота можем поменять. Можем поменять солнце так, чтобы оно слева там у нас, или вообще не попадало сюда. Ну вот оно будет выглядеть так. Чуть-чуть. Ну, здесь можно то же самое. Делать это бесконечно долго, да, и пока мы не получим результат, который нам нравится. Вы, может, потом обратите внимание, что я еще все равно сюда добавил несколько деталей. Ну, каких именно? Лес вокруг самой, вот здесь на первом нашем снимке добавил. Все-таки поменял здесь материал стен. Ведь это никак сразу нельзя определиться с этим, как оно будет хорошо выглядеть или плохо. И далее вот здесь добавил пару фигурок, чтобы оживить вот это наш объект. Ну, поскольку у нас таких фигурок в старинных одеждах-то нет, вот здесь в библиотеке, там есть единственное, что монашки, да, ну вот я и монашек сюда и добавил, да. Так, ну, гадать мы можем много, давайте мы всегда нужно сделать что? Предварительный рендер. Это будет у нас под номером 6. И мы делаем вот эта электронная почта 1280, да, качественного изображения. Почему таким? Ну, чтобы времени заняло недолго, а мы приблизительно видели результат. Ну, видите, какой результат получается. Давайте мы тут уже больше играть не будем, а что такое окончательно сделаем. Теперь мы делаем опять еще рендер, уже в качестве распечатать 3840 на 2160. Этого качества достаточно, чтобы фотографию потом поставить на рабочий стол. И она будет четко выглядеть, без всяких там расплывчатостей. Если мы сделаем постер, это будет делаться долго, но потом мы эту фотографию можем увеличить и на всю стену распечатать, такой сделать постер. Ну, вполне вот этого нам более чем достаточно. Я ставлю номер 6, сохранить. Меня спрашивают, заменить ли предыдущий. Да, заменить. И этот процесс займет там 1,5-2 минуты. Окончательный результат. Ну вот видите, сколько тут? Минута. Получается, он растет еще сначала. Так, ну минута 30 где-то будет такой у нас проходить рендер. И обратите внимание, вот здесь в процессе самого рендера происходит обработка. Каждая точечка высчитывается, для нее освещение, там угол расположения солнца, тип материала, отражение. Все вот эти эффекты высчитываются.
и потом каждая точка приобретает свой цвет. Ну, чем больше точек, тем, соответственно, больше. И здесь все дело не в карте, видеокарте компьютера, а все дело в процессоре. Потому что скорость вот эта здесь зависит от качества процессора. Потому что каждая точечка, что рассчитывается, для нее нужен расчет. Для расчета. Видите, получается, вот у нас пластинки такие стоят на воротах. И видно, что они сделаны из старого металла, на нем есть ржавчина. Ну, текстура видна, досок здесь, из которых сделаны ворота. Штукатурка выглядит нормально, так как она бы должна выглядеть. Она такие мелкие крупинки имеет. Ну и все остальные объекты, видите, тут растения, да, выглядят прилично. Все хорошо. Ну, мы сделаем вот этот рендер, еще одну фотографию, а потом посмотрим, что с ними дальше еще нужно делать. Вот первая есть. Так, теперь переходим к седьмой. Точно так же загружаем заготовленный стиль. И вот когда стиль, вот он, видите, загрузился, домик стал что? Пряменько, ровненько. И вот он выглядит так. Ну, тут, наверное, чуть-чуть надо что-то с освещением сделать, да? Давайте попробуем подвигать солнце и положение само солнца поменять. Ну, так, чтобы фасад был освещен. Ну, вот так он будет темный весь. Так он будет. Вот так будет слева солнце, он будет частично освещен, да, частично в тени. Ну, смотрите, какое-то небо темноватое у нас еще. Давайте попробуем поменять, поставить что-то такое поярче, да? Ну вот, допустим, такое. И сделаем его, ну, чтобы оно было ярче, да? Небо было ярче. И вот что мы в результате имеем. Теперь давайте попробуем сделать что? Предварительно рендер, электронная почта. Это будет снимок наш номер 7. Номер 7. И смотрите, что получается. Ну, у нас здесь, видите, что выходит. Ну, в принципе, так, фасад освещен слева, да, там может быть, наверное, так. И подходящее. Ну, мне кажется, что здесь нормально, да, в данном случае. Вот так. Тогда делаем его окончательно. Мы делаем рендер. В высоком качестве. Это тоже будет 7. Заменить пробный. И теперь ждем опять 1,5 минутки, да? 1,5 минутки. И посмотрите, вот сам виден процесс, да, как каждая точечка высчитывается, да, как на ней получается все. Появляются какие-то дефекты, но они потом и проходят. Ну, поскольку для каждой точки проходит расчет. Видите, как цвета насыщаются. В окнах есть отражение. Но вот даже то качество, которое получается, оно, ну, можно сказать, реалистичное, но еще требует постобработки в фотошопе. Или я пользуюсь бесплатным аналогом фотошопа, который называется GIMP. Это программа с открытым исходным кодом.
она совершенно бесплатна, а функции имеет такие же, как Photoshop. Да и с виду, если вы потом я покажу вам, это будет, что у нас там выглядит она точно так же, с теми же инструментами, что и Photoshop. И результат выдается потом аналогичным. Но это после того, когда будут получены у нас уже фотореалистичные изображения. Вот посмотрите, у вас здесь левый уголочек. Ну, тут какие-то там полоски такие появляются, да, появились, да. Тут, в принципе, там этих полосок не должно быть, да. Может быть, что в результате после окончания визуализации их не будет, а может быть, что они и останутся. И потом такие дефекты, они поправимы где? В фотошопе, да, их можно поправить в фотошопе или в гимпе, да, чтобы добиться идеального результата. Ну, вообще-то говоря, сам идеальный результат, он теоретически только достижим, а его можно добиваться бесконечно, поэтому надо еще уметь что, вовремя остановиться, да, и не тратить, допустим, на эту фотографию там сутки, да, она достаточно должна выглядеть так, чтобы, ну, я считаю, что приблизительно так, как бы мы видели человеческим глазом. Да, человеческим глазом. Так, ну вот такой результат у нас получился. Весьма приличный. Так, ну и еще, вот, например, здесь следующая 8-я, у нас здесь, ну, другой ракурс, да? Другой ракурс, мы опять загрузим. И я предлагаю здесь сейчас загрузить, да, эффект зимний. Зимний. Это будет, вот он. И посмотреть, как же это будет все выглядеть зимой. Вот, смотрите, это тоже будет очень красиво, да? И я даже не знаю, мне вот зимние, они даже нравятся больше, чем даже летние. Вот, вот смотрите, снег мы увеличиваем, да? Ну, я хочу добиться, чтобы снег был сплошной. Так. Ну, вот так, да? Так, может быть, это что? Вот это мешает. Блок смещения. Поправим. Ну, видите, что когда меняю, что происходит. Так, дождя нет. Дополнительно чуть-чуть тумана. Заблокировано. Уберем. И добавим фазу осадков. О, вот так. Видите, попал. Теперь надо добавить количество частиц. Вот так снег падает. И осталось только солнце нам поставить, так чтобы оно освещало фасад. Вот, что-нибудь, допустим, так. И давайте сделаем его рендер. Ну, пожалуй, так, это по счету у нас было, я не посмотрел, 8-е, да? Рендер, распечатать 8-е, сохранить. И посмотрим, что у нас получится. Ну, это мы делаем, как бы сказать, эксперимент, да, эксперимент. Вот смотрите, как выглядит зимний пейзаж. Вот если для нас, вот, например, в этом замке было проблематично сделать вот эти откосы, да, вот здесь горизонтальную часть, так, чтобы они выглядели сильно реалистично. Вот, например, здание наше, оно выглядит абсолютно реалистично, да, вот посмотрите, как оно шикарно выглядит, да. А вот, например, откосы, и это не очень, да, и как я не пытался разную текстуру туда поставить, все равно, ну, видно, что это такое что-то искусственное немножко.
А вот здесь по зданию ничего не скажешь. И вот, например, зимний пейзаж позволяет в таких случаях, например, маскировать вот такие вещи. Вот теперь, смотрите, уклоны наши, склоны видны, очень даже нормально выглядят. Выглядят нормально, так как они в реальности бы и были. Ну, может быть, здесь можно было немножко освещение подвинуть, так, чтобы больше было вот эта левая часть, чтобы она была хорошо освещена, ну, чтобы тени тут меньше было, да. Ну, то есть солнце поставить вот так под углом 45 градусов, чтобы смотрело сюда. Ну, мы не делали предварительного, сразу уже окончательно. И это будет у нас эксперимент. Тоже, видите, занимает почти 2 минуты такого качества. Вот если бы мы поставили качество постер, то это было бы у нас порядка 5 минут, наверное, такой бы визуализировался. Ну, то качество было бы чрезвычайно высокое, да, чрезвычайно высокое. Так, теперь, вот сейчас оно закончится, и мы тогда перейдем к постобработке, посмотрим, что это такое. Что это такое. И что она вообще дает. И мы можем что? Поэкспериментируем, например, вот на этой фото, которые мы с вами сделали. Посмотрим, что можно добиться, да, как ее улучшить. А может и ухудшить. Там можно и ухудшить, да не умеем. Но мы ограничимся там такими простыми вещами, которые позволяют быстро, просто улучшить любую фотографию. Да. И, кстати, это применимо не только тем фото, что мы получаем в Люмине, но и всем любым другим. Так, теперь переходим в GIMP. Я GIMP уже предварительно открыл. Вот так выглядит вот этот GIMP. Ну, про него тоже достаточно много можно тут рассказывать, можно учиться. Тут можно, это целая большая наука. Мы можем здесь, кстати, и текстуру накладывать, и поменять. Да, это целая отдельная тема для десятка занятий, чтобы научиться работать. Может быть, придет пора, и мы это сделаем. Но пока я покажу, как по-простому сделать улучшение. Значит, я выбираю файл, открыть, и ищу ту папочку, в которой лежат у меня наши снимки. Они лежат у меня вот здесь. Проекты портфолио. И вот тут проекты портфолио. Там номер 6, папочка, наверное, вот она, 63. И вот, пожалуйста, мы видим снимочки. Кстати, вот здесь это картинка, да, картинка, которую мы потом будем использовать, например, это у нас с интернета, картинка обыкновенная. Мы ее тоже можем улучшить, да, сделать ее красивее, да, вообще любую фотографию загрузить и сделать. Но мы возьмем последнюю, вот эту 8-ю, да, нажимаем 8-ю, открыть. И вот она у нас появилась здесь. Ну, простые улучшения. Как они делаются? Значит, обязательно что? Фильтры, улучшения и повысить резкость. Повысить резкость. Я здесь ставлю сравнение до и после. И здесь обычно что? Радиус мы уменьшаем до 2000. Вот, там тысячная роли не играет. И количество здесь до 200. Вот, до 200. Уменьшили. И сравните. Да, вот она у нас левая и правая часть. Вы видите, что она стала четче. То есть мелкие такие точки радиусом таким, каким мы указали, они что? Поменяли цвет, улучшились, да? Поэтому ставим ОК. Дальше, второй момент. Опять же, фильтры, улучшение и подавление шума. Здесь мы ставим 2, сравнение до и после. И вот, потом я даже не показал вам, как оно улучшилось. Улучшилось, да, стало вообще, видите, как идеально, четко выглядит наше здание. Потом обычно еще делают что?
Тон, насыщенность. Можно что сделать? Здесь, ну, светлоту, допустим, чуть-чуть, увлекаться здесь не надо, да, чуть-чуть уменьшить, насыщенность чуть-чуть увеличить. Но только, видите, буквально там 1-2 единички. Все, больше не нужно. Следующий цвет, яркость, контрастность. Здесь тоже можно яркость нашу здесь убрать чуть-чуть, она у нас так ярко, контрастность еще тоже увеличить. Окей, больше не нужно. И последний инструмент, кривые. Вот здесь мы можем сделать что? Вот здесь потянуть за уголочек на одну клеточку, но может быть это много. И тут вверху на одну клеточку. Видите, как она стала? Она стала чуть ярче, но за много, да? Поэтому мы в данном случае вот так уберем. На одну клеточку это будет за много. Мы чуть-чуть только сдвинем ее. Вот видите, маленький кусочек здесь подвинем. И вот все, да, вот такая получилась. Если вы сравните то, что вот мы имеем сейчас, с тем, что было раньше, ну, здесь фотография чуть четче, насыщенней, и уже теперь она, можно считать, завершена. Некоторые любители тут экспериментируют, делают разными инструментами, возятся, и в результате потом приходят к тому, что было в самом начале, а даже и хуже. Поэтому, ну, мне кажется, что для того, чтобы получить приличное изображение, достаточно вот этими инструментами, что я показал, воспользоваться. Потом, после этого, мы этот файл полученный экспортируем. Как? И вот он, смотрите, в ту же папочку хочет пойти под номером 8. Ну, я обычно им ставлю индекс, чтобы у меня осталось и старое изображение, и новое изображение. И дальше что делаем? Экспортируем. То есть у меня будет 2 изображения. Все, больше мне здесь я ставлю забыть изменения и вернулся обратно к нашему 8 фото. Ну, у нас еще есть 9, 10, это я уже самостоятельно сделаю. И на этом 10 фотографий у нас будет готово. И тогда я вам покажу только первую, да, как она выглядит. Вот так, да, выглядит. И даже, вот смотрите, я насадил сюда деревьев много, а садил их с помощью кластера, да, То есть сразу большой кусок. А там все эти мелкие деревья все равно здесь не видны. Вот первый такой. Потом, когда мы все эти 10 сделали, обработали, теперь остается нам в следующий раз рассмотреть, как записывается видео. Ну а на сегодня тогда будет все.